Многие вещи в жизни могут быть лишними. А вот знания никогда лишними не бывают. Давайте проверим ваш кругозор с помощью этого теста. Попробуйте ответить правильно на каждый вопрос. В какой стране популярна выпечка Баумкухен? Франция, Германия, Канада. Баумкухен – особый вид выпечки, традиционный для Германии. Срез Баумкухена напоминает спил дерева с годовыми кольцами, откуда он и получил свое название. Такой эффект дает особая технология выпечки. Деревянный валик окунается в жидкое тесто, подрумянивается, затем снова окунается в тесто и снова подрумянивается, и так несколько раз. Какой национальный цветок у Норвегии? Гербера, вереск, лютик. Вереск – национальное растение Норвегии. Все потому, что это одно из самых распространенных на территории этого северного государства. Оно растет повсюду, им питаются олени, дикие овцы и куропатки. Норвежцы используют его в качестве ароматизатора или высаживают, чтобы взрыхлить твердую почву. А также плетут из вереска венки на дверь и рассаживают в кашпо. Как переводится крылатое французское выражение «cherchez la femme»? Считайте деньги, читайте книги, ищите женщину. «Cherchez la femme» происходит от французского «cherchez la femme» – «ищите женщину». Эта крылатая фраза обычно употребляется для объяснения странного мужского поступка или же чересчур запутанной истории. В таком случае говорящий намекает на то, что тут не обошлось без деламурных. В какой стране больше всего аэропортов? Мексика, Лондон, США. Безусловным мировым лидером по количеству аэропортов является США – 13 513 воздушных гаваней. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон-Атланта является крупнейшим и самым загруженным аэропортом в Соединенных Штатах с точки зрения как обслуживаемых пассажиров, так и взлетов и посадок. Что такое каму-каму? Игра, название вулкана, растение. Южноамериканское растение каму-каму имеет яркие оранжевые или красноватые круглые плоды, похожие на виноградины. Древние индейцы использовали ягоды в пищу в качестве лекарственного средства, укрепляющего иммунитет, за счет высокого содержания витамина С. Спелые ягоды собирают, высушивают на солнце или промышленным способом при невысоких температурах и измельчают в порошок. Каким словом японцы называют иностранцев? Гайдзин, хикикамари, мюкоёси. Гайдзин – сокращение японского слова гайкокудзин, переводящееся как «иностранец», либо как «человек извне». Термин гайджин неоднозначен. Кто-то считает, что он имеет оскорбительный характер, кто-то утверждает, что это слово с нейтральным смыслом. Тем не менее, в официальном языке средств массовой информации или правительства иностранец по-японски звучит как гайкокудзин, то есть иностранное лицо. В какой стране традиционным танцем является фламенко? Италия, Франция, Испания. Фламенко популярен во всей Испании и далеко за ее пределами. Этот танец нередко называют душой Испании. В стране часто проводятся конкурсы и фестивали, где свое искусство демонстрируют музыканты и танцоры. Наверное, самым известным испанским танцем является фламенко. Танец зародился в Андалусии, считается, что его в 15 столетии принесли в страну цыгане. Что такое миттельшпиль? Обувь без каблука, башня, стадия шахматной игры.
Миттельшпиль – следующая за дебютом стадия шахматной партии, в которой, как правило, развиваются основные события в шахматной борьбе: атака и защита, позиционное маневрирование, комбинации и жертвы. Характеризуется большим количеством фигур и разнообразием планов игры. Иногда шахматная партия минует эту стадию игры и сразу переходит в эндшпиль. Из чего изготавливают стекло? Кварцевый песок, сода и известь. Кварцевый песок, смола и известь. Кварцевый песок, сода и пищевая соль. Сырье для производства стекла чаще всего состоит из 3 ингредиентов: песка, известняка и кальцинированной соды. Песок, или диоксид кремния, является самой популярной основой стекла. Его расплавляют до жидкого состояния, затем он остывает в виде тонкой прозрачной пластины стекла. Соду добавляют, чтобы ускорить плавление сырья, а известняк, чтобы укрепить конечный продукт. Какое море является самым глубоким в мире? Средиземное море, Филиппинское море, Аравийское море. Самым глубоким морем считается Филиппинское море, потому что в его акватории располагается всем известная Марианская впадина. Ее глубина составляет 10 944 метра, средняя глубина Филиппинского моря составляет 4108 метров. Кроме того, это море является вторым в мире по величине, после Саргассова моря. Был ли вам полезен и интересен этот тест? Пишите в комментариях, на сколько вопросов вы смогли ответить. А какие вопросы вызвали затруднения?